Солнечным апрельским днем среды в отдаленной деревне Камчатского района распространилась новость о необычном появлении на побережье. Жители деревни были поражены увиденным. Это был дикий белый медведь, которого никто из них никогда раньше не видел. Но как он туда попал? Эти животные обычно живут в нескольких сотнях километров в Арктике. Его история началась далеко на севере. Однажды, когда животное охотилось за едой, ледяной покров, на котором был найден белый медведь, должно быть, откололся от материка. Возможно, шторм подрезал полынью льда, или теплые течения ослабили сплошность ледяного щита. Точные причины для исследователей оставались предметом догадок. Вероятно, животное пыталось вернуться на сушу, но было окружено ледяной водой и не могло рисковать. Большие расстояния, открытая вода и усиливающийся голод делали каждый его шаг беспощадным испытанием. Это было началом приключения, изменившего жизнь молодого хищника. Через несколько дней или даже недель он прибыл в чужую страну, совершенно отличную от той, которую он знал. Животное находилось на расстоянии впечатляющих 450 миль, около 700 километров от своего дома, когда он приехал в деревню и остановился на берегу. Все, о чем он мог думать. Это еда. Белый медведь пытался найти еду, но все попытки были безуспешными. Эта земля была не только странной, но и необычайно теплой, а подходящей пищи было мало. Он бродил вокруг, осторожно обследуя берега. Запахи морских водорослей, рыбы и человеческой жизни смешивались в его нюхе, создавая тревожную путаницу. Избитая усталостью и голодом, зверь поначалу избегал приближаться к домам. Его острый слух улавливал отдаленные звуки: лай собак, скрипы телег, женскую болтовню и детский смех. Обычно его собратья держались подальше от человеческих поселений, но это животное было голодным и истощенным. Возможно, было неразумно приближаться к деревне, но необходимость срочной помощи подтолкнула его вперед. Его внимание привлекло соседнее здание, и он направился к нему. Он понятия не имел, что это сельский полицейский участок. Ослабленный и уставший от долгого пути, он лег и стал смотреть с грустным и беспомощным выражением, словно прося о помощи. Проходившие мимо люди останавливались, шептались, вытаскивали телефоны. Кто-то даже присел на корточки подальше и осторожно подбросил кусочек рыбы. Белый медведь тихо понюхал добычу, но не стал есть слишком много. У животных в таком состоянии часто работают инстинкты самосохранения, иначе переедание могло навредить местной полиции. Не потребовалось много времени, чтобы узнать о необычном посетителе. Один из полицейских поднял тревогу, и были вызваны двое стражей порядка, чтобы осмотреть животное. Белый медведь был огромным, с белым мехом и хорошо заметными острыми когтями. Конечно, они очень боялись подходить ближе. Полицейские осторожно подошли, чтобы лучше рассмотреть животное, но держались на расстоянии, чтобы не напугать его. Обеспокоенные, они были шокированы, когда наконец узнали, что это было за создание. Там, в снегу, лежал большой и грозный молодой белый медведь, который загадочным образом приземлился в их маленькой деревне. Они не могли поверить своим глазам, но также поняли, что с их нежданным гостем что-то не так. Судя по всему, животное получило серьезную травму передней лапы. Когти частично сломаны, кожа порезана и опухшая. И видно было, что медведь держит больную лапу, прижатой к телу. Полицейские пожалели животное и были полны решимости помочь Колосу. Они связались с местными властями по охране дикой природы и старейшинами деревни, которые понимали, в такой ситуации нужна скоординированная помощь. Ответственные прибыли максимально быстро. Были задействованы и ветеринар, и экологи, и даже волонтеры из ближайшего поселка. Специалисты внимательно обследовали лапу, обработали рану антисептиком и наложили временные шины, чтобы обездвижить конечность. Медведь терпеливо лежал, позволяя делать процедуры, возможно, интуитивно чувствуя, что эти руки не враги. Умка, как вскоре стали называть животного местные жители,
стало в деревне своего рода знаменитостью. Жители деревни каждый день приносили ему много рыбы и других деликатесов, хотя Умка ел лишь немного. Его пищеварительная система была слишком долгие дни пустой, чтобы сразу принять большие порции. Было видно, что медведю хотелось домой, хотя он ценил доброту людей. Он сидел по вечерам, когда жара спадала, у края деревни и смотрел на север, как будто пытаясь разглядеть знакомый горизонт, слушая, где шумит лед. Люди замечали, как его глаза иногда сверкали ностальгией и тревогой. Дикий зверь, оказавшийся в чужом крае, тоскует по дому. Медведь стал сенсацией, привлекая даже гостей из окрестных деревень. Туристы и журналисты приезжали, но охрана и полицейские строго следили, чтобы никто не подходил слишком близко. Офицеры внимательно следили за медведем, оберегая его и жителей. Был риск как для людей, так и для животного. Стресс и неумеренная кормежка могли закончиться плохо. Были проконсультированы эксперты, и они пришли к выводу, что у Умки нет шансов выжить на Камчатке, и ему необходимо срочно вернуться на родину. Но как им это сделать? Животное было настолько дезориентировано, что никогда не могло найти дорогу обратно самостоятельно. И даже если бы белый медведь знал путь, путешествие было бы для него неразумным. Ситуация казалась безнадежной. Начальник управления государственного охотнадзора, областного агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Владимир Гордиенко пояснил журналистам, что Умка, не единичный случай белых медведей, иногда смывает со своего дома на льдинах, когда ледяные щиты неожиданно откалываются от материка. К сожалению, такие животные обычно не могут вернуться на родину или найти пищу в новом окружении. Поэтому для таких гостей, как Умка, весьма вероятно, что они умрут после этого вынужденного переселения. Однако люди не хотели этого допустить. Им пришлось найти способ помочь белым медведям. Новости о необычном посетителе быстро распространились, и многие с интересом наблюдали за развитием его ситуации. В считанные дни были приняты меры по возвращению хищника в Арктику, где находился его настоящий дом. В аппарате губернатора региона Владимира Илюхина попросили министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева предоставить вертолет для возвращения Умки в полярный ареал обитания. Кроме того, для животного была изготовлена специальная транспортная клетка, сообщил камчатский чиновник Сергей Хабаров. Подготовка к операции оказалась сложной, нужны были согласования с авиацией, ветеринарами, полицией, экологами и местными жителями. Нужна была также специальная клетка с усиленным каркасом и фиксаторами, чтобы обеспечить безопасную перевозку крупного хищника. Из материалов изготовления важно было предусмотреть вентиляцию и место для теплых одеял, но не слишком уютных, чтобы зверь не перегрелся в летящем вертолете. Прежде чем отправиться, специалисты провели тесты на прочность клетки, смоделировали возможные сценарии и составили запасной план в случае непредвиденных обстоятельств. Через 8 дней после его прибытия МЧС России организовала воздушную спасательную операцию. Это был серьезный и редкий маневр. Доставить одного медведя на 700 километров обратно в полярную зону, по прибытии на Камчатку специалисты временно усыпили медведя, чтобы он мог пережить полет. Инъекции анестетика подбирались тщательно, учитывая его массу и слабость. Консультант по дикой природе Камчатки Александр Зельницын сообщил, что Умка был в общем состоянии здоров и сыт, но все же требовал осторожности. Затем анестезированное животное поместили в специально изготовленную клетку и аккуратно погрузили в вертолет. Жители деревни собрались на берегу, когда вертолет взмыл в небо. Они аплодировали и махали платками, провожая Умку в долгий путь домой. Для многих это было не просто спасение животного, но и акт человеческого сострадания, который объединял общину, но никто не мог предположить, что произойдет во время полета. Это было долгое путешествие, и члены экипажа были напряжены, когда вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. Они услышали шум в клетке. Белый медведь проснулся. Все были настороже.
Просыпание медведя в воздухе – сценарий, к которому готовились, но каждый автомобильный грохот, каждая турбулентность могли вызвать непредсказуемую реакцию. Экипаж не хотел резких движений, чтобы не напугать животное, и одновременно понимал необходимость контролировать ситуацию. Обеспокоенность была высокой, поскольку они опасались, что животное может попытаться разрушить клетку или встряхнуть вертолет Ми-8 на 700-километровом полете. Это могло поставить под угрозу всю миссию и подвергнуть опасности жизни всех находившихся на борту. К счастью, медведь, похоже, понимал, что люди хотят ему помочь. То ли остатки сна и наркоза сдерживали его движение, то ли животное интуитивно чувствовало безопасность. Он спокойно оставался в своей клетке, наблюдая за ними своими темными глазами. Он не рычал и не пытался тревожить людей. Его дыхание оставалось ровным, а лапа все еще была прижата к телу. Представитель правительства Камчатского края сообщил прессе. Это было громко, и Умка был напуган, но сохранял спокойствие. Он был таким храбрым медведем. Эти слова стали символом благополучного завершения операции. Полет прошел гладко, пока они не достигли пункта назначения, где его должны были освободить, приземлившись в холодных северных широтах, на пустынном побережье под плато вечной мерзлоты. Специалисты аккуратно вынесли клетку на снег. Они дали Умке время прийти в себя. Ветер рвал шкурки одежды, мороз царапал лицо. Но животное уже, казалось, чувствовало родную стихию. Они открыли дверцу клетки, и Умке предложили выйти. Медведь на мгновение поколебался, словно вспоминая все пережитое, а затем, сделав легкую пробежку, убежал в привычный белый простор. Его фигура быстро растворилась на горизонте, оставляя за собой следы в снегу, и тихое ощущение завершенного долга у тех, кто участвовал в спасении. Миссия прошла с большим успехом, и Умка наконец вернулся в свой привычный дом. В ледяной мир, где его ожидала жизнь по естественным законам люди, участвовавшие в операции, еще долго обсуждали ее в своих сообщениях и интервью, благодарили друг друга и вспоминали моменты, когда казалось, что все пойдет не так. После возвращения Умки начались научные наблюдения. Ученые пометили место его выпуска, установили камеры и пытались отслеживать животного по следам, чтобы убедиться, что оно адаптируется и возвращается к нормальной жизни. Были составлены отчеты о погодных условиях, состоянии льдов и возможных причинах отрыва ледяных щитов. Эта история заставила специалистов еще раз обратить внимание на глобальные изменения в Арктике, на таяние льдов и на то, как это влияет на животных. В деревне же, спустя месяцы, о случае по-прежнему говорили с теплом и грустью. Люди понимали, они сделали все, что могли. Многие дети, которым рассказывали историю Умки в школе, рисовали медведей с белыми улыбками и надписью «Спасибо». История послужила уроком. Иногда судьба сводит самые разные миры. И в этих встречах проявляется лучшее в людях. Так закончилась история Умки, как пример редкого спасения, слаженной работы людей и напоминание о том, насколько хрупок баланс природы. Но она же стала и началом новых мер. Об усилении мониторинга льдов, о создании планов экстренного реагирования для животных, которых заносит далеко от родных мест. Люди сделали все возможное, чтобы вернуть белого медведя домой. И этим показали, что даже там, где кажется безысходно, на человеческое сострадание и организацию можно положиться.